Всем привет! На связи город Новороссийск. Вчера делали интересную работу, достаточно распространенная проблема здесь. Какие-то ребята сделали остекление балкона. В общем, заказчик, клиент мне позвонил и говорит, что затекает все вовнутрь, когда идет сильный дождь, ветер, забивает ветром воду каким-то образом внутрь балкона. И, в общем, у него там сделан натяжной потолок, все льется с-под точечных светильников в сильный дождь и ветер. Причин здесь может быть две. Первое, это неплотно подвели раму к соседней подбалконной плите, оставили большую щель, мало завели туда отлив железа, поэтому, собственно говоря, может забивать. И там плохо пропенили, например. Второе, они пропенили, но не защитили ничем эту пену. Через год-два пена превращается в пыль, в труху. Поэтому что есть пена, что нет, нет никакой, она ничего не дает. Поэтому пену, если уже запенить, ее нужно чем-то закрыть, защитить от попадания прямых ультрафиолетовых лучей. Но это год-два, и все, она просто разрушается и не несет никакой функции своей защитной. Поэтому я сейчас покажу, как мы решили эту проблему. Чтобы решить эту проблему, пришлось воспользоваться услугами автовышки. Стоимость ее работы 1200 час. Но все равно минимально это 2 часа. Вам в любом случае придется нанимать машину на 2 часа. Первый день мы все вычистили из шва, отмыли, обезжирили и качественно, хорошей дорогой пеной обязательно все пропенили повторно. На следующий день уже срезали аккуратно заподлицо со стеной всю пену, она уже застыла, и зашпаклевали ее по всему периметру нашей рамы балконной специальной шпаклевкой Оптимист. Эта шпаклевка предназначена для подвижных швов. Это эластичная шпаклевка, а когда высыхает, она уже становится похожа на резину, на прочную резину. Получилось то, что, во-первых, у нас шпаклевка, она эластичная, она не треснет, не лопнет, то есть она будет держать любые деформации. И плюс ко всему мы защитили уже пену от прямого попадания солнечного света, ультрафиолетовых лучей. То есть пена уже не разрушится, она будет служить долго и ничего там с ней не случится. Вот так быстро и просто можно устранить затекание дождя. Если же вы знаете еще какие-нибудь варианты решения этой проблемы, то, пожалуйста, напишите в комментариях, как говорится, поделитесь опытом. Еще раз повторю, работа это делается быстро, что там в принципе запенить, срезать там на следующий день пену, зашпаклевать, это достаточно быстро, минут 20, полчаса, и получается 1,5 часа машина будет просто стоять. Так вот, чтобы машина не простаивала зря, не платить просто так деньги, заказчик принял решение, попросил нас за дополнительную плату покрасить его второй балкон. Таким образом убили сразу 2 зайцев. На этом все. Не забывайте поставить палец вверх и подписаться на канал. Всем пока, до скорой встречи.